Всем привет! Меня зовут Елена. За окном идет снег, и я решила сделать цветы с морозным узором. Для моих сегодняшних цветов не важен шаблон, размер заготовки, количество лепестков. Важно только, чтобы ткань была яркого оттенка. Я выбрала, например, вот такие шаблоны. Вырубку сделала из ткани Ранфорс, обработанной поливиниловым спиртом. Рисовать морозные узоры я буду с помощью горячего эмбоссинга. Для этого понадобится штемпельная подушечка для эмбоссинга, пудра для эмбоссинга, акриловый блок и штампы. Я выбрала вот этот штамп. Креплю его на акриловый блок. Также понадобится фен для эмбоссинга. Макаю штамп в штемпельную подушку и делаю оттиск на заготовке. Не удивляйтесь, что на первый взгляд заготовка не изменилась. Отштампованные заготовки выкладываю на полиэтилен или на лист бумаги и наношу сверху пудру. Достаю заготовки и аккуратно стряхиваю излишки пудры обратно на полиэтилен. Иногда встряхиванием не получается убрать всю лишнюю пудру. Тогда можно использовать кисточку. Оставшуюся пудру аккуратно засыпаю обратно в баночку. Следующий этап – это запекание пудры. Равномерно прогреваю феном всю заготовку.
Все заготовки покрыла морозным узором. После запекания пудра пропитывает ткань и не стирается с поверхности заготовки. Полученные заготовки выглядят уже очень нарядно, поэтому большой обработки не требуют. На нескольких заготовках попробовала пудру серебряного цвета. Сегодня я обрабатываю заготовки на мягкой силиконовой подушке круглой булькой диаметром 8 мм, которую разогреваю в паяльнике. С изнаночной стороны провожу булькой по краям каждого лепестка, придавая им округлую форму. Затем переворачиваю заготовку на лицевую сторону и нажимаю булькой в центре. Так обрабатываю все заготовки. Не всякая пудра подходит для последующей обработки горячими инструментами. Например, заготовки, которые я обработала серебряной пудрой, после обработки булькой стали непригодными для использования. Пудра изменила цвет, большая ее часть осталась на подушке. При горячей обработке заготовок с белой пудрой она исчезает только, когда я булю на лицевой стороне заготовки. Краска при этом остается на бульке. И пока булька горячая, краску можно легко удалить салфеткой. Заготовки обработаны и готовы к сборке. Сегодня я использую универсальный полимерный клей Момент Кристалл. Переливаю его вот в такую удобную бутылочку с тонким носиком. В заготовки вставляю тычинки и фиксирую их на клей. Цветочек готов.
Если нужно нарисовать при помощи штампа прожилки темного цвета на светлых тканях, то можно пользоваться просто краской штемпельных подушек. Но если нам нужны светлые прожилки на темных тканях, то эмбоссинг – это очень хороший способ сделать замечательные цветы. Подписывайтесь на канал, будем творить вместе. Если после просмотра видео у вас остались вопросы, загляните в описание под видео. Если ответов так и не нашли, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Благодарю за внимание и до новых встреч!